100 лет назад, 5 ноября 1921 года, родилась одна из красивейших женщин – принцесса Египта Фавзия. Ее отцом был король Египта Фуад I, а матерью – Назли Сабри, также из аристократической и очень образованной семьи. Фавзия воспитывалась во дворце Рас-эль-Тин в Александрии, где ее все обожали и баловали. Несколько лет проучилась в Швейцарии. Свободно говорила на арабском, английском и французском. Никогда не носила чадру, хотя и не имела большой свободы. Редко покидала дворец, причем только в сопровождении фрейлин и слуг. Фавзия выросла очень привлекательной внешне. Когда ей исполнился 21 год, английский фотограф Сесил Биттон сделал ее портретное фото для журнала Time и назвал «Азиатской Венерой», с идеальным лицом в форме сердца и странно бледными, но проницательными голубыми печальными глазами, черными, как смоль, волосами. Также ее сравнивали с известными красавицами того времени, киноактрисами Хэдди Ламар и Вивьен Ли. В газетах часто называли самой красивой женщиной в мире. Она была воплощением гламура. Принцесса стильно одевалась, органично смешивая европейский и восточные стили в одежде. В 1939 году, в возрасте 18 лет, Фавзия вышла замуж за 20-летнего принца Ирана Мухаммеда Реза Пехлеви, но, к сожалению, это был исключительно политический брак. С его помощью Египет мог укрепить свою власть и влияние на Ближнем Востоке, а Ирану было выгодно приблизиться к престижному египетскому королевскому дому. Брак этот для многих выглядел довольно странно, поскольку заключался между принцессой-сунниткой и принцем-шиитом, то есть представителями разных течений ислама. В 1939 году отец Фавзии уже скончался, и ее судьбу решал ее брат, новый король Египта, Фарук. Он согласился на брак сестры не сразу, а только под давлением своих советников, уверявших, что этот брак поможет укрепить позиции Египта. Фавзия и Мухаммед виделись до свадьбы лишь один раз, а свадебное торжество состоялось 15 марта 1939 года по суннитскому обычаю. Свадьба была шикарной. Фарук обожал пышные церемонии и не жалел на них денег. В день свадьбы гостям только на обед было предложено 20 блюд. 16 марта королевская чета вылетела в Тегеран вместе с личными вещами Фавзии в 200 сундуках и чемоданах. Персидский обряд бракосочетания включал 7 дней пира. В честь их свадьбы заключенных выпустили из тюрьмы, а бедным были вручены еда и деньги. В Тегеране, куда переехали молодые, на большом стадионе устроили акробатическое представление и провели свадьбу по шиитским обычаям. В 1940 году у пары родилась дочь Шахназ, а в 1941 году, после того, как Мухаммед Реза Пехлеви занял иранский престол, Фавзия стала первой леди Ирана, что, впрочем, не сделало ее счастливой. Фавзия так и не привыкла к жизни в Иране. Королевский двор ей казался слишком бедным, еда, которую подали им на свадьбу в Тегеране, некачественной, королевские дворцы невеличественными. Ее свита, приехавшая с ней из Египта, была распущена. Большую часть времени принцесса проводила в постели или за игрой в карты. У нее не сложились отношения с родственниками супруга. Одна из ее невесток даже разбила вазу над ее головой в пылу ссоры. Ее супруг имел внебрачные связи. После рождения дочери она отказалась от исполнения королевских обязанностей, замкнулась в себе, говорила только на французском языке и враждебно относилась к иранскому образу жизни. Научиться говорить по-персидски она пыталась в течение нескольких месяцев, но так и не смогла. Фавзия начала посещать американского психиатра, поставившего ей диагноз «депрессия». Информация о физическом и психическом состоянии Фавзии достигла ее брата, который отправил к ней доверенных людей посмотреть, действительно ли все так плохо, как говорят. Те ему рассказали, что Фавзия настолько похудела, что ее лопатки выступают, как плавники недоедающей рыбы. Известно, что Фавзия тяжело перенесла малярию.
Брат сразу призвал сестру вернуться домой, а развод официально был оформлен только через 3 года после этого, в 1948 году. Официальная причина расторжения брака – персидский климат поставил под угрозу здоровье императрицы Фавзии. Но был в расторжении этого брака один драматический момент. В 1946 году Фавзия покидала Иран, чтобы лететь на родину в Каир. С ней должна была лететь ее дочь. Шах Мухаммед поехал вместе с дочерью и женой в аэропорт, чтобы их проводить. Лететь должны были на частном самолете. Пропеллеры его уже начали вращаться, но внезапно двери вновь открылись. И в самолет зашел доверенный человек Мухаммеда Реза Пехлеви. Он сказал, что шах желает поцеловать дочь на прощание, и вывел ее из самолета. Как только те спустились, трап убрали, дверь закрылась, винты закрутились, и самолет пронесся по взлетно-посадочной полосе. Фавзия поняла, что шах похитил дочь. Фавзия закричала и приказала пилотам вернуться. Но поскольку они получили приказ от шаха, то подняли самолет, не обращая внимания на крики и рыдания Фавзии. Когда Фавзия приземлилась в Каире, то узнала, что шах забрал не только ребенка, но и присвоил все драгоценности и вещи, которые она оставила в Тегеране. То, что дочь останется жить с отцом, было оговорено при разводе, таково было условие. В дальнейшем ее воспитывала мачеха. Развод пошел принцессе на пользу. Она воспрянула духом, пошла к известной французской модистке Сьюзан Тальбот и заказала для себя 100 новых шляпок. А через 5 месяцев после развода Фавзия вновь вышла замуж за египетского аристократа, политического деятеля и дипломата Исмаила Ширина. На этот раз брак был по любви. У пары родилось 2 детей, сын и дочь. В 1952 году брат Фавзии был свергнут с престола в результате революции, а Фавзия произнесла свою знаменитую фразу о том, что потеряла не одну корону, а 2. Тем не менее, Фавзия и ее супруг остались в Египте, в Александрии. Исмаил Ширин скончался в 1994 году, а Фавзия – 2 июля 2013 года в возрасте 91 года. Похоронена в Каире рядом со вторым супругом. Дочь Фавзии от первого брака, та самая девочка по имени Шахназ, с которой ее разлучили, еще жива. Сейчас ей 81 год.